Сновидения переплетаются с реальностью, внешней и вечной, дней настоящих и эпох ушедших. В них вплетены волосы Рапунцель, обрывки нитей, разорванные Пенелопой. В них живут мифы горацийских сестер и надежда Тесея. В наших снах капает с небес растопленный солнцем воск с крыльев Икара. На пиршествах Зевса яства искусные, вина печатные, Ганимедом поданные. Нас манит и страшит кровь Диониса, влекут соблазны и ускользающее благословение Эроса. В сновидениях мы встаем на путь Гильгамеша в поисках бессмертия, сидим на троне Джамшеда, убегаем от своей судьбы, словно Думузи. Иногда мы парим, возвышаемся, иногда удаляемся от всех, как нарцисс, попадая в бессознательное царство Puer Aeternus. Я расскажу вам об образах, которые встречаются не только в сновидениях молодых, естественно находящихся под влиянием архетипа вечного юноши, но и о том, почему такие образы присутствуют в сновидениях всех людей и как можно объяснить их появление. Также вы узнаете о том, какая связь существует между этими сюжетами и психическим явлением сублимации, и как и чем она отличается от латинского «сублимацио». Архетип вечного юноши – это обширная тема. Здесь я лишь затрону общую теорию, а также ту ее часть, которая непосредственно может объяснить сны Пуэра. Термин «Puer Aeternus» латинского происхождения. Он означает буквально «вечный мальчик». Общепринято, что впервые этот термин упоминается в метаморфозах Овидия. Здесь мы встречаем описание загадочного древнегреческого культа Иакха, который назывался эвлисинскими мистериями. Они включали в себя инициирующие практики, посвященные греческим богиням. Позднее вечный мальчик был связан с такими богами, как Вакх или Дионис, позднее с богом Эросом. Все эти божественные ипостаси Puer Aeternus несли в себе идею вечной витальности и жизни, воскрешения, начала нового цикла, вечной красоты и молодости. Архетип вечного юноши Puer Aeternus и вечной девушки Puella Aeterna являются понятиями, введенными Карлом Густавом Юнгом, швейцарским психиатром и психоаналитиком. Они относятся к коллективным бессознательным образам, которые представляют собой несозревший, вечно молодой аспект личности, содержащий в себе большой потенциал. Этот архетип олицетворяет молодость, спонтанность искателя приключений, свободу от обязательств. Человек, связанный с этим архетипом, может испытывать трудности в установлении стабильности в жизни, ответственности и принятии зрелых ролей. Он стремится сохранить свою юность и избегает старения и конформизма. Он ведет свою жизнь, так сказать, над и подальше от серых будней и скучной обыденности. Вечная девушка Puella Aeterna символизирует девичью натуру, свободу, творческий потенциал и спонтанность. Женщина, связанная с этим архетипом, может испытывать сложности в установлении стабильных отношений. Она ищет внешнюю поддержку, часто от мужчины или матери, или идеализирует романтические отношения. Ее жизнь – это бесконечное странствие в воображаемых мирах, что часто приводит к жизни по касательной. Ее жизнь – это легкая поступь по грешной обычной земле, проходящая в ожидании ветра, который унесет ее зонтиком Мэри Поппинс в дали дальние. Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить 4-5 раз в жизни. Вы чувствуете, что вас понимают настолько, насколько вы хотели быть понятым, и верят в вас.
Эти архетипы широко представлены в литературе и кинематографе. Литература. Роман «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, где главный герой Джей Гэтсби является примером вечного юноши. Фильм «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона, где главный герой Джек Доусон воплощает архетип вечного юноши. «Амелии» 2001 года режиссера Жана-Пьера Жене, где героиня Амелии Пулен представляет архетип вечной девушки. Темная сторона архетипа Puer Aeternus представлена в произведении Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея» и его последующих экранизациях. За сюжетом этого произведения, несомненно, просматривается миф о нарциссе, который лег в основу огромного пласта психической феноменологии под названием нарциссизм. Архетип вечного юноши тесно связан с архетипом Великой Матери, в частности в том аспекте, когда человек отказывается взрослеть или сепарироваться от матери и ее мира, или покидать фамильное гнездо. Противоречивость архетипа Puer Aeternus, который связан с материнским комплексом, заключается в том, что мать, с одной стороны, создает условия для роста и безопасности ребенка, дает тепло и обеспечивает формирование достаточного уровня привязанности, а с другой стороны, удерживает его возле себя, ограждая от невзгод реальной жизни и связанных с ней трудностей и испытаний. Человек под влиянием этого архетипа имеет тенденцию избегать столкновения с реальностью, формируется стойкое бессознательное влечение к возвращению в материнскую утробу. Люди, находящиеся под властью этого архетипа, часто обладают богатым воображением и креативностью, необычным взглядом на мир, а также склонны к талантам, но не всегда способны воплотить их в жизнь, так как любой талант требует усердия, иногда монотонности, соотнесения себя с окружающим миром и другими людьми. Интеграция архетипа Puer Aeternus будет полезна для тех людей, которые испытывают трудности в нахождении профессии или призвания, убегают от ответственности или работы, избегают близости и не в состоянии устанавливать доверительные и долгосрочные отношения, а также для тех, кто не видит смысла в своем существовании в окружающем мире. Смешно искусство мне и человек, и Одда, и песенка, и храм, и башня вековой стремление гордое в небесный свод пустой. Что мне добро и зло, и рабство, и свобода? Не верю в Бога я, не обольщаюсь вновь. Наукою, а древняя ирония, любовь. Давно бегу ее в презрении молчаливом. Устал я жить, и смерть меня страшит, как челн, забытый, зыблемый приливом и отливом, моя душа скользит по воле бурных волн. Тонкая, глубокая, безумная, непревзойденная поэзия французского поэта Артюра Рембо, который создал свои шедевры в молодом возрасте, прекрасная иллюстрация богатого внутреннего мира Пуэра. Артюр Рембо. Отрывок из стихотворения «Дурная кровь». Перевод. «Жизнь расцветает в труде. Это старая истина. Однако жизнь, принадлежащая мне, не очень весома. Она взлетает и кружит вдалеке от активного действия, столь дорогого современному миру. Жизнь Пуэра пролетает и кружит вдалеке от обыденного труда и забот. Артюр умер в достаточно молодом возрасте. Задолго до этого он прекратил писать.
Актер Леонардо Ди Каприо также является для своего поколения образом вечного юноши, который он прекрасно воплощал в своих героях, в том числе сыграв Артюра Рембо в фильме «Полное затмение». Несмотря на то, что Пуэр может иметь большой интерес к знаниям и новым впечатлениям, он никогда ни на чем не задерживается, не погружается во что-то полностью. Здесь также проступают контуры боязни глубины и контакта. И наоборот, как в случае с Артюром Рембо, он может раскрыть свой талант на мгновение, на миг вспышки яркой звезды, а потом остальная жизнь становится мукой, потому что требует дальнейшего развития и постижения иных сторон бытия, например, отказа от высот и полета фантазии, в соответствии с требованием жизни. Человек под властью этого архетипа часто становится писателем одной книги, исполнителем одного хита, звездой одной роли. Что касается личных отношений, то пуэры часто не могут остановиться в поиске партнера или вообще избегают отношений, потому что их полет предполагает бесконечную возможность нового, привнося иллюзию вечной весны, вечной молодости, бесконечных возможностей.